Приветствую всех на своем канале. Сегодня мы поговорим об изготовлении канди. Значит, канди — это сухой корм для пчел, который используется в зимнее и весеннее время. Если пчеловод сомневается в том, что достаточно корма заготовлено пчелами на зиму. Ну и также для собственного спокойствия. Значит, для изготовления канди необходимо, собственно говоря, емкость, в которой будем делать замес, сахарная пудра, а также мед. Значит, мед необходимо распустить до жидкого состояния. Можно это сделать на водяной бане при температуре, в данном случае тут градусник показывает 40 градусов, до 50 градусов. 12 секунд спустя. Засыпаем необходимое количество. Я все делаю на глаз. В интернете есть пропорции изготовления. Все сводится к тому, чтобы канди было тестообразной формы. Не слишком жидкое и не слишком твердое. Я это делаю на глаз. Сахарная пудра немножко слежалась, поэтому ее приходится немножко взрыхлить. Значит, еще такой нюанс по поводу изготовления сахарной пудры. Поначалу, когда мне нужна была небольшая порция, небольшое количество канди, я пытался изготавливать это на кофемолке, другими приспособлениями, но все это было неэффективно. Значит, в интернете есть ролики, как можно изготовить сахарную пудру из сахара при помощи зернодробилки. Значит, в зернодробилке дека, о которой дробится зерно, оборачивается строительной сеткой с двух сторон, и сахар пропускается 2 раза. Значит, отлично можно сделать сахарную пудру. Достаточно мелкий помол, то есть в принципе вполне устраивающий. То есть если кого-то интересует принцип изготовления самой сахарной пудры, я подтверждаю, что это достаточно хороший способ. Значит, после того, как засыпали какое-то количество сахарной пудры, заливаем это все жидким медом. Если будет мало меда, мы его добавим. Если будет много, добавим еще сахарной пудры. Все это перемешиваем. Значит, дальше, после изготовления канди, мы дальше на пасеке посмотрим, как этот корм разложить в улье. Дальше постараемся снять ролики, как пчелки будут его кушать. Какие-то пчелки скушают его полностью, какие-то семьи. Какие-то семьи его, может, и не тронут вообще. Кому-то он не нужен будет. То есть, я говорю, что канди — это больше корм для пчеловода, чем для пчел. Каждый пчеловод всю зиму переживает за своих пчелок. Каждый пчеловод думает, как им помочь, а хватит или не хватит им корма. Поэтому в этих случаях пчеловода очень выручает такой корм. Добавим еще надо.
Значит, такой способ изготовления канди, он рассчитан все-таки на небольшое количество семей и на небольшое количество самого корма. Если же у кого-то большие пасеки, то, наверное, этот способ все-таки не пойдет. То есть там должны быть либо другие более механизированные способы изготовления канди, ну, либо же, наверное, все-таки придется обходиться без канди. Допустим, есть такой способ, можно ложить рамку сверху. 2 часа спустя. Итак, в результате тщательного размешивания смотрим, в емкости ничего не осталось. У нас получилось 6 лепешек. Значит, по консистенции необходимо делать эти лепешки такой консистенции, чтобы они не растекались. Если они будут растекаться через какое-то время, в улье это может привести к тому, что пчелки этот канди разогреют, и он потечет в клуб. Это будет очень нехорошо зимой для пчелок. Поэтому консистенция должна быть такая, чтобы канди держалась. Дальше, о пропорциях. Значит, пропорции я делал на глаз. А сейчас мы можем приблизительно прикинуть, сколько это необходимо меда на такое количество канди. Ну, берем вот среднюю лепешку, ну, скажем так, средняя. Может быть, вот эту чуть побольше. Вот, ложим пакет. И взвесим. Получается 885 грамм. Ну, берем приблизительно 900. Приблизительно 900 грамм. Значит, если в одной 900 грамм, ну, получается сколько здесь? 5 килограмм. Ну, 5, может чуть больше. Чуть больше, может 5 килограмм. Значит, на такое количество канди у нас пошло меда, ну, меньше литра. Скажем так, грамм, ну, 800. Ну, вот такое количество. Полная банка была, вот, ну, вот такое количество. Значит, дальше. Каждую лепешку необходимо упаковать в полиэтиленовый пакет и завязать. При этом желательно ее сделать более плоскую. То есть, ну, чтобы эта лепешечка в улье заняла максимальную площадь. Ну, сколько это возможно для данной лепешки. Ну, сантиметра, ну, 3, наверное, здесь толщина будет лепешки. Вот таким вот образом. Воздух необходимо сюда убрать, завернуть. Вот таким вот образом. На каждый улей необходимо приготовить по одной такой лепешке. Вот. Значит, лишнее вот это можем обрезать. Вот. И в принципе этот пакет готов для постановки в улей. Значит, как я уже говорил, что канди это больше пища для пчеловодов, чем для пчел. Поэтому вот сколько вес, какую емкость делать этого канди для одной семьи, это зависит от переживаний пчеловода. Вот мои переживания тянут на 800 грамм. Вот у кого-то может быть в 2 раза больше, у кого-то в 2 раза меньше. Ну все, пока. Всем хороших медосборов. Желаю, чтобы ваши пчелки хорошо перезимовали, с канди или без канди. И в следующем году дали хороший медосбор.